Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты. Начинаем наш эфир. Он у нас сегодня посвящен Польше. Я вчера его анонсировал. Про Армению тоже будет тут. Мэри Мисс спрашивает, будет обязательно, там скоро выборы. И эти выборы будут иметь важное значение. И мы сегодня поговорим про Польшу, потому что там сейчас обострился украинский вопрос. И обострился не потому, что там какая-то проснулась большая любовь либо ненависть к Украине, а потому что там постоянно идет политическая борьба, которая очень сложная, со своими наворотами, местами дебильная и очень похожа на наши, так сказать, политические маневры. Я вообще, скажем так, погрузившись в польскую политику, могу сказать, что очень-то много похоже на нас, хотя есть, конечно, и существенные отличия. И вот мы сегодня поговорим об этом с Антоном Найчуком, который из Варшавы выйдет к нам в эфир и расскажет про всякие местные нюансы, которые нам необходимо понимать для того, чтобы выстраивать правильную внешнюю политику относительно Варшавы, относительно Польши, которая является нашим одним из ближайших, хотя и сложных партнеров. И важно делать правильные шаги и не делать элементарные тупые ошибки, которые мы очень часто в нашей внешней политике делаем. Антон, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что позвали, всегда очень рад. Итак, начнем мы с чего? Ну, начнем с заявления Навроцкого по поводу лишения Зеленского ордена Белого Орла, который является очень, ну, таким топовым, как бы там, да, в польской политической жизни, то есть вот выше ничего нет. То есть если это награждается, то орден Белого Орла это вот, как говорится, самое оно, топчик. И понятно, что эта игра Навроцкого, она, конечно же, прежде всего по поводу внутренней политики, по поводу того, как запустить нарративы, необходимые для того, чтобы усилить свои позиции и создать невыгодные такие вызовы для оппонентов, прежде всего для Туска, и в том числе и для своих коллег по партии ПИС, собственно, от которых он выбрался, потому что в ПИС идет борьба за место под солнцем, потому что сам ПИС последние годы серьезно сдал. Ну, собственно говоря, я думаю, ты сейчас это все расскажешь, потому что не хочу выполнять твою функцию. Итак, давай расскажи нам, как вообще это в Польше восприняли и о чем сейчас говорят вот в контексте заявления Навроцкого и отношений Польши и Украины. Да, тут много есть чего, конечно, рассказать. Начнем по порядку. Конечно же, эта история должна была вызвать существенный резонанс. Но если позиция правительства была направлена на более такую конструктивную реакцию, которая не подразумевала возможность вынесения всего этого в информационное пространство, потому что Сикорский публично сказал, что да, конечно, он разочарован. Была встреча заместителя министра иностранных дел господина Басацки с послом Украины в Польше господина Боднарем, где этот момент проговаривался. И было такое ожидание, что, возможно, как-то все это в информационной повестке удастся сбалансировать, но не получилось, потому что с очень резонансными заявлениями выступил президент Кароль Навроцкий. И, конечно же, такими резонансными заявлениями он решил сыграть со своей стороны, мягко говоря, немного в политику, потому что большой запрос есть с его стороны на консолидацию правого электората, и он позиционирует себя как такой народный лидер правых избирателей, не только ПИС, но и конфедерации Короны Польской, потому что во многом благодаря их поддержке этого электората он выиграл президентские выборы во втором туре, и поэтому его команда избрала наиболее такой радикальный способ реагирования. Но есть тут и второй аспект, о котором ты очень правильно заметил, что тут и внутриполитическая ситуация, потому что по процедуре, так коротко скажем для наших слушателей, что для того, чтобы отозвать эту награду, после всех этапов в конечном счете должен все равно это все верифицировать премьер. Если предоставляет эту награду президент, то в процессе ее отзыва в конце должна быть подпись согласия премьера. И таким образом Навроцкий поставил
вернее, намерение его поставить в сложную ситуацию Туска, потому что Навроцкий отыграл отлично по своему электорату. Дальше там 8 числа будет собираться совет, который будет принимать решение. И потом, если это решение будет позитивное, дальше должен это все верифицировать Туск. И получается, Туска поставили в такую растяжку. Если он не поддержит, соответственно, активная кампания начнется против него. Если поддержит, соответственно, это будет такой элемент удара по двусторонним отношениям. И опять мы стали заложниками большой политики. В принципе, всегда так получается, когда избирательный цикл в Польше набирает темпов, и мы знаем, что в следующем году как раз-таки будут парламентские выборы. И вот тут мы плавно переходим к второму этапу подготовки к этим парламентским выборам, потому что отдельного внимания заслуживает та ситуация, которая происходит на так называемом условном правоцентристском и правом фланге, потому что мы знаем, что классически «Право и справедливость» фундаментальная партия, которая может взять основные рейтинги, которая объединяет электорат, и был всегда такой принцип, что правее ПиС только стена, то есть никто не может быть более радикален этой партии. Но все существенно поменялось, и мы частично эту тему затрагивали в предыдущих эфирах, и сейчас есть и конфедерация Короны Польской, и вообще ультраправая антиукраинская партия, и в этой связи они перетягивают существенно на себя электорат от ПиС, оттягивают. И, конечно же, для ПиС это большая проблема. Собственно, поэтому в ПиС решили, что необходимо максимально пытаться зацепиться за этот электорат, не допустить дальнейший переток, а в стратегическом плане вернуть этот электорат. Собственно, они избрали достаточно такого консервативного, в какой-то мере радикального политика, который был министром образования Чарника, для того, чтобы вот он стал кандидатом в премьер-министры, который сумеет успешно играть на этом правом фланге. Ну, это уже другая тема для разговора, насколько он успешно играет, потому что пока не получилось этот переток сделать. Но, тем не менее, вектор политики ПиС достаточно очевиден. Они пытаются максимально продемонстрировать свои консервативные патриотические взгляды, которые помогут им успешно выступить на будущих парламентских выборах. И в этом ключе, конечно же, и президент Навроцкий, он не хочет стоять в стороне. Будучи президентом, он активно пытается позиционировать себя на внутренней арене. Более того, когда говорят о потенциальном реванше правых сил в рамках следующей парламентской кампании, говорят, что чуть ли не Навроцкий должен быть вот таким медиатором, основным посредником, который сумеет все правые силы объединить. Потому что, повторюсь, он пользуется огромной поддержкой как и среди электората ПиС, как среди электората конфедерации, ну и в какой-то мере конфедерации Короны Польской. Потому что мы знаем, что даже представители конфедерации, а там есть два таких центра влияния, о которых мы тоже можем в дальнейшем поговорить, Босак и Менцен, у них отличные отношения с президентом, они активно осуществляют и лоббистскую деятельность в контексте криптовалют, это отдельная внутренняя политическая тема Польши. Босак в отличных отношениях с Навроцким, он также строит свою стратегию на том, что в случае реванша правых сил он сумеет возглавить либо Министерство иностранных дел, либо Министерство культуры. Но за счет хороших связей с президентом он будет играть важную роль. И, конечно же, и сам президент на фоне всего этого, он видит, что он не должен ограничивать себя исключительно полномочиями внешней политики. Он пытается играть активную роль внутри, особенно на фоне того, когда у ПиС, в середине ПиС есть внутренние проблемы, когда Качинский, мягко говоря, не молодеет, и все сложнее ему координировать и контролировать процесс и ситуацию. И Навроцкий видит себя как будущий такой флагман и лидер, который в дальнейшем может вести и партию, и в целом объединять так называемую правицу, потому что очень показателен и для Навроцкого, и для его команды прецедент предыдущего президента Дуды. Мы знаем, что Дуда достаточно молодым выиграл президентские выборы, он прошел максимально возможные 2 цикла президентских сроков и столкнулся с такой проблемой, что после окончания второго президентского срока, по сути, он не знал, чем далее заниматься. У него были проблемные отношения достаточно проблемы с Качинским, поэтому где-то возвращаться в партию, занимать какой-то важный пост в партии не было возможности, да и Качинский бы, наверное, не пустил. После президента сложно найти какое-то новое место, где бы он себя мог успешно проявить. Просто пойти в парламент, я думаю, для него бы было не с руки. Сейчас даже начали говорить,
если будет возможность, отдельно поговорим о этом кейсе, будут досрочные выборы мэра Кракова, даже предлагали его туда, но для него, наверное, это достаточно, скажем так, деструктивный сценарий. Вот. И Навроцкий все это видит, он видит, что Дуда после президентской каденции не знает до конца, где себя реализовать, он там чуть-чуть в коммерческую сферу пошел и тому подобное, и Навроцкий считает, что вот он должен в рамках своего президентства заложить большую основу для стратегической карьеры. У него нет сомнения в том, что он и на второй президентский срок пойдет, но в такое стратегическое у него видение, что он может играть и очень фундаментальную роль внутри ПИС. Хотя формально он был как выдвиженец, он не шел от партии ПИС отдельно, но тем не менее такие амбиции у него есть. И позиционировать себя как лидера объединенных правых, такие амбиции, конечно же, в его действиях присутствуют. Поэтому неудивительно, что он так радикально отреагировал, что он максимально попытался получить политические дивиденды, потому что на правом фланге, естественно, все его решения поддержали, конфедерация поддержала, конфедерация короны польской, ну, там вообще уже далеко все заходит в такую плоскость, что необходимо вообще прекращать поддержку Украины, прекращать транзит, прекращать военно-техническое сотрудничество, что это не польская война и тому подобное, ну, такие очень элементы пророссийских нарративов, зная, кто там внутри этой партии есть, неудивительно. Но, тем не менее, максимально эта тема далее педалируется, далее развивается, и, к сожалению, есть большие предпосылки, что это все в дальнейшем будет осложнять двусторонние отношения, потому что тема истории, к сожалению, и далее она развивается. Были предпосылки и надежды на то, что нашли какой-то общий консенсус по наиболее важной для польской стороны теме Волынской трагедии, потому что Украина дала разрешение на проведение исследований в эксгумации. В мае прошла очень мощная конференция историков, где объединились представители с польской и украинской стороны. Это было под эгидой Центра Мирошевского с польской стороны и при поддержке Министерства иностранных дел, с украинской также поддержка Министерства иностранных дел. И были, скажем так, определенные надежды на то, что, возможно, тема истории, какой-то компромисс в этом всем ключе будет, но весь этот кейс, он фактически обнуляет все предыдущие попытки, и далее мы можем ожидать, что тема истории опять обострится, в особенности это обострение будет с приближением парламентских выборов, которые состоятся осенью 2027 года. И мы можем себе только представить, что три партии, которые пытаются биться за правый электорат, им придется максимально как-то в том числе проявлять свою, ну, хотелось бы говорить агрессивную, но такую достаточно радикальную позицию, подход к теме Украины. И я думаю, что мы еще не раз станем свидетелями больших таких проблем, связанных с этой историей. Ну, что касается, если финализировать и переходить к более предметному обсуждению внутриполитической ситуации по партии, то можно сказать, что эта тема с Белым Орлом, она, конечно, вызвала резонанс, но я не могу сказать, что это консолидированная позиция польской общественности, потому что даже тогда, когда наш президент получал эту награду, он достаточно четко артикулировал, что он получает ее от имени всего народа, и что это большая ценная награда не только отдельно для него, ну, это награда для всего украинского народа, и это демонстрация того стратегического союза, который между Украиной и Польшей мог развиваться в дальнейшем, и, надеюсь, будет развиваться в дальнейшем. И вот такие попытки индивидуальные президента, они, к сожалению, и к добру не приведут, я имею в виду декларацию президента Польши, и будут вызывать только дальнейшие возможные расколы внутри польского общества, потому что я вижу по мнению экспертов, по мнению представителей истеблишмента, который не правый, они не разделяют эту позицию Навроцкого, и также они обвиняют его в том, что это большой пиар. Очень показательный, кстати, показательная декларация и посты Туска в том, что не надо президентам ссориться о прошлом и об истории, потому что так мы проиграем в будущем. Наверное, это самый неподходящий момент для того, чтобы в какую-то переходить плоскость эскалации, с учетом того, что насколько эта история для российской пропаганды эффективна, чтобы и дальше раскачивать лодку, и дальше это все нагнетать через СМИ, через, в большей мере, через мессенджеры, социальные сети, и дальше провоцировать такую подобную эскалацию. И, к сожалению, следует констатировать, что
Динамика общения между президентами не была на таком большом уровне, как это было с Дудой в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации. И мы помним, сколько было проблем с тем, а где встретиться, кто первый должен приезжать. И тут Зеленский пошел навстречу, он приехал в Варшаву, прошла хорошая встреча, конструктивная президента. Украинская сторона предложила хорошие инициативы по поводу взаимодействия в вопросах безопасности. Более того, как я понимаю, украинская сторона была нацелена на развитие дальнейшего диалога, и буквально за 2 дня до этого инцидента президент обновил состав президентской комиссии по сотрудничеству, которая была реанимирована, эффективно функционировала еще при Дуде, и туда включили и Кислицу, и всех, кто непосредственно занимается активно внешнеполитическим треком. И была надежда на то, что этот диалог будет дальше развиваться, но сейчас после этих деклараций Навроцкого, к сожалению, сложно ожидать на то, что будет какой-то большой прогресс. Более того, это все вышло как-то еще более обиднее после того, как и президенты встречались в Румынии на саммите «девятки» и по вопросам безопасности. И, скажем так, огромное понимание, в том числе и в канцелярии президента, насколько важно сотрудничество с Украиной в вопросах ВПК и безопасности для обеспечения целостности восточного фланга НАТО, в сдерживании российской агрессии, насколько это важно. Но, к сожалению, опять вопрос истории ставит, скажем так, огромную проблему, огромную стену, которую опять необходимо как-то заново преодолевать. Такое ощущение, что вот фактически уже были близки к тому, что ее переступить, и тут одно, скажем так, решение и дальнейшая реакция, все это привело к тому, что мы видим на данном этапе. Ну, ты же не думаешь, что это сейчас приведет от Лошеля к какому-то провалу там, да? То есть это такая возля медийная, которая периодически возникала. Я думаю, что это, ну, эта возля будет вот просто токсичная возля, я бы ее назвал так. Вот она просто будет сопровождать наше отношение там до следующих выборов, хотя, учитывая, что эта тенденция идет от выборов к выборам, то пока в польской политике не появится консенсус относительно того, что украинская тема является, ну, как бы табу в таком аспекте, ну, поскольку, ну, с нашей точки зрения это безумие. Хотя, опять-таки, я думаю, что безумие и с нашей стороны совершать такие абсолютно бессмысленные шаги, как мы делали там относительно исторической политики, и делаем их абсолютно, ну, не думая о последствиях, вместо того, чтобы там создавать устойчивые коалиции там с теми политиками в Польше, которые, с теми политическими силами, которые, ну, вполне лояльно к нам относятся, а там на самом деле таких, можно сказать, большинство. Ну, по большому счету, там большинство. То есть, если не консенсус, то, по крайней мере, понимание того, что лучше, чтобы Украина существовала, чем она сколлапсировала в результате этой войны, и поэтому это для стратегических интересов Польши очень важно. Так вот, я думаю, что тут просто важно разыгрывать, ну, по Киеву кабелации, вместо того, чтобы там лезть на рожон, не получая ничего взамен. Ну хорошо, вот это вот Мельника мы перевезли там, или дали этому подразделению там армии название там в честь УПА. Ну хорошо, а что мы получили из-за этого на внутреннем фронте, так сказать, что мы получили во внешней политике? Вот во внешней политике получили срач, как бы там, да, ну можно же было об этом подумать? Ну, наверное, можно было подумать. Там, когда миротворец вносит этого израильтянина, который возглавляет этот музей национальный, их посвященный Холокосту, в свои списки, ну, тоже бред, потому что, с одной стороны, миротворец никого ничего не представляет, ну, кроме того, что когда-то там это сотрудники спецслужб придумали этот сайт и туда вносили там кого считали нужным. А сегодня он никак не связан с государством, и это по большому счету такие как бы там инициативы какие-то. Непонятно кого и непонятно где. Но с другой стороны, это имеет там резонанс, и в Израиле там это обсуждается. Какого хрена там какой-то миротворец вносится, а государство ничего не делает с теми, кто вносит, значит, туда этих людей, показывает их там, засвечивает какую-то личную информацию и, ну, собственно, тем самым соглашается с тем, что это, ну,
Вот, такую политику можно проводить. Ну, то есть, со стороны Украины, как минимум, можно было бы давно уже, как бы, там, я думаю, что при желании, там, спецслужбы, ну, легко закрыли бы рот, там, своим бывшим либо настоящим коллегам, потому что этот сайт связан со спецслужбами. И, соответственно, сказать, ну, ребята, давайте перестаньте заниматься херней, которая нам ничего, кроме проблем, не приносит. Так вот, если бы это хотели, ну, я уверен, что это уже давно закончилось, и никто бы там, никакая б жаба там не посмела бы вносить туда кого бы там ни было, там, независимо от того, там, враги там, или просто какие-то случайные фигуры, которые туда попали. Да, ты 100% правильно сказал в стратегическом понимании, потому что даже в той же канцелярии президента они полностью понимают, насколько важно поддерживать Украину в вопросах безопасности и насколько важно это сотрудничество. Там вопросами международной политики занимается Марчин Пшидач, который был в команде Дуды еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации. И он отлично понимает все расклады. Поэтому, несмотря на вот такой пиар и политическую историю, и вот эту медийную борьбу, и исторические темы, которые, несомненно, важны для Навроцкого и вообще для польской общественности, потому что Навроцкий, он вообще профессиональный историк, поэтому, конечно, он будет вокруг темы истории строить свои подходы и кампании. Но, тем не менее, в стратегическом плане в канцелярии президента есть полное понимание важности Украины. Но заметим также, что сейчас на данном этапе основные инструменты и рычаги влияния сосредоточены в правительстве, потому что правительство играет основную роль. И так получается, что и выстраивание внешней политики, хотя они конкурируют с президентом, но в контексте принятия внутренних решений основные рычаги воздействия, конечно же, правительства. И тут очень важна позиция Туска и коалиции той, которая сейчас функционирует. И они прекрасно понимают важность стратегического сотрудничества с Украиной. Поэтому, во-первых, это блок, опять же, безопасности ВПК. Даже в рамках программы SAFE польская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с украинскими производителями дронов, антидроновых систем. Их очень интересует этот вопрос, в особенности после того, как российские шахеды пролетали в польское воздушное пространство, и на фоне того, что этот кейс и далее повторяется, и на фоне непонятно того, как дальше будет эта эскалация развиваться, с учетом деклараций отдельных лиц, скажем так, с российской стороны, конечно же, для Польши важно это сотрудничество в сфере ВПК с Украиной. Это первый трек. Второй трек – экономическое сотрудничество, поэтому не зря Доманский, он министр экономики, министр финансов, это правая рука Туска, который фактически на себя все финансово-экономические вопросы берет. Он уже второй раз приезжает, в прошлый раз с премьер-министром, сейчас с командой бизнесменов в мае, 20 мая они приезжали в Киев, проводили достаточно конструктивные консультации, встречи с украинской стороной. И есть большая надежда на то в польской стороны, что польский бизнес будет играть важную стратегическую роль в вопросах восстановления Украины, в вопросах экономического сотрудничества. И тоже напомним нашим слушателям, что в конце июня будет конференция по восстановлению Украины ежегодная в Гданске, в Польше. Ну, поэтому очень большой интерес со стороны Польши по развитию экономических связей. И в правительстве тоже понимают, что вместо того, чтобы постоянно конфликтировать, необходимо переходить к прагматичным и выгодным для обеих сторон отношениях, потому что даже интеграция Украины в Европейский Союз, она может только усилить политические позиции Польши и экономические позиции. Поэтому в правительстве это понимают и пытаются выстраивать достаточно конструктивный диалог. Даже самая такая сложная тема аграрной политики, да, даже тут есть понимание. И опять же в мае прошла очень конструктивная и позитивная встреча под эгидой заместителя министра аграрной политики Польши Мальгожаты Громадской, она это инициировала. Прошла встреча с украинскими коллегами, с украинскими фермерами и представителями организаций, которые занимаются представлением как и украинских, так и польских фермеров, представлением интересам. Прошла достаточно конструктивная встреча, и, скажем так, когда начался диалог, когда польской стороне начали объяснять, что даже только если мы берем статистику по агросфере, то товарооборот в пользу Польши, они больше зарабатывают на этом. Ну, и когда польские фермеры понимают, что закрытие границы с Украиной сулит больше проблем им и больше ограничений для их прибыли, ну, они тогда
совершенно по-другому смотрит и достаточно конструктивно на это смотрит. И есть перспективы для дальнейшего развития этого диалога. Поэтому, несмотря на эти сложные исторические вопросы, в стратегическом плане есть полное понимание. И что тоже ты правильно заметил, что нам необходимо максимально это использовать скажем так, играть с умом, потому что, опять же, такой еще один практический пример приведу, что в апреле мы организовывали визит большой делегации, которая включала в себя и представителей парламента, и представителей Нацгвардии, и проходила встреча на площадке Сейма в группе межпарламентской дружбы, и там были представители как от гражданской коалиции, так и от ПИС, более представители такого центристского крыла ПИС, которые сейчас ориентированы на Моровецкого. И они с большим удовольствием, с большим интересом общались с украинской стороной. Более того, они приглашали представителей Нацгвардии к себе на мажоритарные округа, потому что там был парламентарий, который избирался из района, есть такой город Мелец, и там большой завод, который производит ПЗЛ-28 самолеты. Ну, это продолжение Ан-28. Польскую сторону очень впечатлила наша история, как украинские военные используют Ан-28, модернизированные под военные потребности, для того, чтобы сбивать дроны. И они у тебя хотят эту инициативу развивать. Более того, у них более 20 единиц этой техники на балансе вооруженных сил, а в это предприятие в городе Мелец, оно может производить еще такие самолеты. И представитель ПИС очень был заинтересован, и это не единичный случай, он очень был заинтересован в том, чтобы дальше коммуницировать, развивать общение с украинской стороной. Поэтому есть очень много перспективных тем, где мы должны, просто обязаны сотрудничать и выстраивать наши отношения. Потому что, скажем так, отношения между Украиной и Польшей были достаточно сложны до этапа полномасштабного вторжения Российской Федерации. Далее вот произошел такой импульс, буст, который нужно было максимально в дальнейшем использовать. Но, к сожалению, у них была парламентская кампания в 2023 году, и вместо того, чтобы подписывать многие стратегические документы, чтобы выводить наши взаимоотношения на новый уровень, мы перешли в какую-то такую конфронтацию. И сейчас новое правительство Польши, оно пытается вернуться к этой истории, оно пытается действительно заложить стратегическую основу для нашего сотрудничества, для того, чтобы Польша не проигрывала конкуренцию Германии, Франции, Соединенным Штатам вопросам взаимодействия в экономической сфере, восстановления Украины и тому подобное, потому что это очень важно для них. Вот. И для нас тоже, я думаю, это представляет огромный интерес, и мы можем воспользоваться этим, потому что, ну да, раньше было такое, что польская сторона и некоторые там группы, заинтересованные в политическом плане, пытались блокировать границу. Но сейчас, когда польское правительство строит новый сухой порт там недалеко от Вроцлава, и они наоборот заинтересованы в том, чтобы развивать инфраструктурные сообщения с украинской стороной, для того, чтобы мы использовали Польшу как огромный перспективный транзитный хаб, и Польша играла стратегическую роль в вопросах восстановления Украины. Сейчас в этом году под патронатом господина Доманского и взаимодействии с нашим премьер-министром Свириденко согласовали решение по поводу наделения больших полномочий Польского национального банка, функционирования в украинском в правом поле. Со второго раза депутаты наши проголосовали, и сейчас как бы есть огромные возможности для того, чтобы польская сторона кредитировала их предприятия, их бизнес, который будет инвестировать и развивать свои новые проекты в украинском правом поле, в украинской экономике. Я считаю, что это тоже очень достаточно перспективное, интересное направление сотрудничества. Есть возможность взаимодействия в вопросах создания кластеров даже в агросекторе, потому что вместо конфронтации мы должны взаимодействовать. Например, польская сторона, она критически заинтересована в некоторых позициях нашего экспорта, того же соевого шрота. Если ставить диалог не в контексте этих пропагандистских штаммов, которые раздувают недальновидные представители фермерских кругов, либо российская пропаганда о том, что там украинское зерно придет и тому подобное. Ну, даже я честно скажу, даже на уровне правительства Польши в личностной коммуникации не признают, что уже нет никакой проблемы с этим зерном, и что Украина, в принципе, в этом всем не виновата. Нет никаких там примеров, что где-то зерно туда проникает или тому подобное. И если позиционируют вопрос вместо конфронтации, вместо того, что давайте развивать продукцию с добавочной стоимостью, давайте как-то пытаться фрагментировать наши интересы на международных рынках, и это большой буст, это большие возможности для обеих сторон. И самое важное, что тут, опять же, ты правильно сказал, что нам надо выстраивать отношения и с действующим правительством, с гражданской коалицией,
Нам надо выстраивать также отношения и поддержку и в те партии, которые формируют эту коалицию, из той же ПСЛ, аграрной партии. Косыня-Камыш, министр обороны, да, там электорат аграрной партии, он тоже ориентирован на вопросы фермерства, на вопросы истории, но тем не менее для него, для Косыника очень важна эта история сейф, потому что это возможность тоже и самопиара, это возможность демонстрации своей эффективности, и в этой программе сейф для него тоже стратегически важно сотрудничество с украинской стороной и возможность взаимодействия в вопросах с дронами. Если говорить о ныне оппозиционных политических силах, ну тут, конечно, СПИС, также есть возможность выстраивать конструктивную коммуникацию. Группа такая центристская, которая настроена на того же Моровецкого, в ее группу входит и такой представитель, как Едвига Емелевич, которая когда-то еще в его правительстве возглавляла вопрос политики экономической в отношении Украины. Они достаточно конструктивно настроены, я думаю, с ними также можно выстраивать достаточно правильные отношения. Конечно, есть вопрос конфедерации и конфедерации короны польской. Но тем не менее, даже в той же конфедерации, как бы это казалось, возможно, и сенсационно, но тем не менее, Босак, например, он, да, он ориентируется на свой электорат, он такой националистической идеологии и взглядов, но тем не менее, если бы его пригласили в Украину, если бы его пригласили к какому-то диалогу, я уверен, что он бы приехал, и он бы, скажем так, не отказался бы от возможности какой-то коммуникации. Поэтому у нас есть достаточно векторов, где мы можем выстраивать очень правильную политику, защищать свои интересы, не выступать с позиции там, слабого партнера, а равноправного партнера, который понимает свои субъективные цели, но также и ориентируется на видение польской стороны, потому что у них, ну, они, честно говоря, иногда тоже возникают такие кейсы, когда раздувается история, что вот Украина не воспринимает Польшу как стратегического партнера, союзника, потому что для Украины более важно это Соединенные Штаты, Германия, Франция. Эта история подхватывается, конечно же, представителями правых сил, которые имеют такую достаточно нелояльную позицию к Украине, и все это формирует в какой-то мере и видение иногда и в канцелярии президента. Поэтому нам надо показать, что мы на равноправной основе, Польша представляет для нас стратегический интерес, точно так же, как и мы для Польши, и развитие вот этого союза – это очень важно. Поэтому необходимо и далее продолжать дипломатию достаточно адекватную и прагматичную, тем более, что очень эффективную работу сейчас осуществляет наш посол в Польше. Он пытается максимально выстраивать диалог на всех уровнях. И я думаю, что если уже возвращаться отдельно к этому решению, которое спровоцировало этот коллапс, ну, надо понимать, что история для Польши – это стратегически важный фактор, и тут, честно говоря, и уже говорили о том, что Навроцкий профессиональный историк, да и Туск, он вообще с историческим образованием, и тема истории для них очень важна. Поэтому предвидеть то, как оно будет развиваться, я думаю, можно было и надо было. И если уже такое решение было принято внутри или офиса президента, или, ну, как я не знаю процедуру, как это принималось в Украине, но я думаю, что надо было выработать какие-то шаги, как смягчить эту всю историю и, скажем так, не просто спускать ее на тормозах или в каком-то таком ключе во взаимодействии с польскими партнерами. Да, это субъективное право Украины, это суверенное право Украины принимать свои решения. Никто не должен за это, скажем так, рвать отношения стратегические. Но, тем не менее, скажем так, в вопросах дипломатии можно было, наверное, сработать более конструктивно. Но это уже вопрос философский, с учетом того, что уже назад время не вернешь. Да, здесь был вопрос, господи, сейчас, секунду. Хороший был вопрос, я его потерял. Так. Ладно, сейчас потом вернемся. Смотри, у меня такой вопрос еще был по этому поводу. Так, Украина, ну, как ты думаешь, вот мне кажется, что Украина, она должна просто всячески играть в укрепление их центра, потому что для нас очень важно, чтобы центр был устойчивым, чтобы не было, как в Штатах произошла вот эта вот радикализация, которая привела Трампа к власти. Ну, понятно, что в случае со Штатами Украина там ничего не могла сделать, там, хотя свою лепту тоже внесла, потому что украинский фактор, особенно после начала широкомасштабной войны, стал важным
элементом внутриполитических баталий. Вот. Но с Польшей абсолютно, я думаю, точно, как и сейчас с Германией, потому что в Германии тоже украинский фактор из-за беженцев после широкомасштабки стал очень важным. Соответственно, тут нужно думать и за польских политиков, и самое главное разбираться вот в их раскладах. И поэтому сохранение центра для Украины, конечно же, было бы очень важно, чтобы там те, кто, условно говоря, вот в этом центре кристаллизируются, там от Моровецкого в ПИСе до, собственно, самой платформы обывательской и тех элементов, которые есть в ПСЛ, этой крестьянской партии, которая тоже на самом деле, она все потеряла свой электорат, и она в следующий парламент не пройдет, и Туск там подбирает ее, и, значит, ПИС тоже пытается ее подобрать, потому что тот же самый Михаил Каминский, который у нас был в эфире в 23 году, в ноябре, по-моему, 23 года, он как раз вот дрейфует туда, в сторону ПИСа, тем более, что он там и с Качинским был очень близок, и, соответственно, хорошо знает там все расклады, и в общем, там идет вот такая вот отчаянная борьба, когда правые пытаются переконфигурироваться, потому что у них получилось, я имею в виду ПИС, получилось в негативном плане потерять часть электората за счет вот этих вот играющих на флангах двух конфедерациях, которые откусили их голоса. И поэтому вот их кренит туда, с одной стороны, а с другой стороны, та часть партии, которая дружит с головой, типа Моровецкого, там, у которого там тоже достаточно много сторонников внутри ПИСа, они там даже, насколько я помню, там даже была такая у них дискуссия с Качинским, что когда он создал эту Взрост Плюс, эту ассоциацию, вот, Рост Плюс, в которой присоединились десятки депутатов Сейма, то начался конфликт с Качинским, который там пригрозил, что они не пойдут им не дадут пойти по спискам партии на следующих выборах осенью 27 года. И, собственно, потом они там договорились, но я думаю, что это витает в воздухе, что ПИС вообще, в принципе, может распасться, может быть, он уже фактически на грани распада, и вот эти все тенденции, они будут просто его сепарировать на умеренно либеральную часть, которая вот не хочет сваливаться вот в этот вот трэш, связанный с историческими войнами, консервативную часть, которая там, которая вокруг Качинского и значит этого и Пшемыслова Чарника крутится там, да, и Навроцкий, который будет, по всей видимости, уходить вот туда в радикальное такое популистское право и будет конкурировать там с частью конфедерации, которую тоже обхаживают все, и Туск тоже обхаживает, и Мэнсон они там в свою сторону тянут. Несмотря там на его антиукраинские высказывания, на самом деле Мэнсон это скорее по поводу либеральных таких, крайне даже либеральных реформ, там, потому что я даже не знаю, кто у нас как мог бы олицетворять Мэнсона. Наверное, Балашов в прошлом, да, покойный там, да, вот он такой вот, их Балашов такой же популист, такой популистского плана, вот, который любит всякие такие неожиданные ходы, и при этом он достаточно молод, и его электорат такой достаточно молодой. Вот, поэтому вот Украина в этой как бы мутной воде польской политики, конечно же, наверное, могла бы играть осмысленную игру, потому что мы это понимаем, там, и тут не нужно иметь 7 пядей во лбу для того, чтобы понимать, с кем выстраивать правильные отношения и кому посылать такие пасы, чтобы они усиливались, а не дай бог, как бы там не проиграли на этих выборах 27 года. К ним нужно готовиться, потому что для Украины это очень важно. Польша это критически важное государство, несмотря на то, что там они не имеют, допустим, такого финансового ресурса, как там Германия там, и другие страны Евросоюза крупные, которые нам выделяют. Но с другой стороны, Польша критически важна с точки зрения там, логистики, с точки зрения транзита, который там идет через нее, с точки зрения там, наших предприятий, которые ВПКшные там размещаются и будут размещаться еще больше. Я думаю, что в ближайшие месяцы вы в этом убедитесь. Ну и
плюс в сектор безопасности совершенно очевидно, что поляки очень, очень опасаются России, и, соответственно, все проблемы, связанные с присутствием США в Европе, а, как мы знаем, Трамп там угрожал, значит, не дать те войска, которые должны были уйти в Польшу, сократить на 5000 человек, значит, те подразделения, которые там были, остаться, то это вызвало там просто шок в польском политикуме, особенно у того же Навроцкого и Писа, которые как раз играли на том, что особые у них есть отношения с Трампом, а эти особые отношения — это гарантия безопасности. Тут оказалось, что гарантия безопасности выглядит далеко не так надежной, как это казалось. И призрак проблем стран залива, он, как бы там опять засветился, скажем так, над Польшей. А тут есть два важных момента. Первый, да, это точно, что нам надо понимать, что в следующем году у них парламентские выборы, которые предопределят, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, потому что парламентское большинство и правительство, они имеют основные рычаги влияния. И что мы видим на данном этапе, вот если глубоко не уходить в детали, но просто для слушателя, что было показательно, и что важно учитывать и в украинской стороне при формировании политики, что сейчас, да, гражданская коалиция во главе с Туском, они социологически на первом месте, и их показатели более 30%, но вот вопрос в том, с кем они будут формировать коалицию, если мы допустим, что вот они возьмут первое место, и возникнет вопрос искать партнеров, потому что монобольшинство они не возьмут. И они рискуют, что у них будет похожая ситуация, как была у ПиС в 2023 году. ПиС тогда тоже победила, но не было с кем формировать коалицию. И вот тут возникает Левица, да, политическая сила, которая туда войдет в парламент, скорее всего, у нее сейчас показатели 7-8, а третьего партнера пока гарантированно нет, потому что ПСЛ, он максимально, скажем так, на грани, потому что социология дает и 3, и 4%, необходимо добрать до 5% для того, чтобы пройти. Если ПСЛ пройдет, тогда есть предпосылки для того, что Туск удержит власть и будет сформирована условная коалиция гражданская, тавтология, коалиция, потому что не переименовались, гражданская коалиция, левые и ПСЛ. Тогда будет такой вот условный политический союз ситуативный, который позволит Туску удержаться при власти. Но все зависит опять же от ПСЛ, от аграрной партии. Сейчас всячески также и гражданская коалиция, и Туск пытаются их поддержать на местном уровне, чтобы они все-таки прошли этот барьер, прошли этот электоральный порог. И мы видим по президентских выборов, что, к сожалению, Польша очень разделена, да, 50% условно вот в этот лагерь, о котором мы только что говорили, а 50% это правоцентристский правый лагерь. И вот в правом этом лагере очень серьезные движения происходят, и нам тоже надо готовиться к тому, что не надо исключать, что возможен сценарий реванша правых сил и коалиции правых сил. Теперь себе представим, например, если сейчас такие сложные отношения, то, вероятно, еще они, возможно, и усложнятся, если неправильная политика с обеих сторон будет, и мы гипотетически допустим, что будет реванш правых сил. Но проблема правых сил в том, что, опять ты тут очень верно заметил, что у ПиС пока занимает второе место, социология от 25 до 27%, но у них есть проблемы внутри, потому что они попали в такую ловушку. Да, они за счет Чарника и за счет своих подходов, они пытаются гнаться за этим правым электоратом, чтобы его вернуть себе, но они не знают, как работать с центристским электоратом. А центристский электорат, предыдущие парламентские выборы показали, если помнишь, тогда третья дорога, такой союз 2050 и ПСЛ, он тогда набрал более 13%, и они фактически решили судьбу, да, формирования правительства. А сейчас такой центристской силы нет, которая бы была альтернативной для гражданской коалиции, и для ПиС. И вот ПиС, они пытаются угнаться за этим центром, они пытаются угнаться за правыми, и это все приводит к расколу, потому что есть Моровецкий, который пытается занимать как раз-таки центристскую позицию, есть и Чарник, который гонится за этим правым электоратом. И тут вопрос тоже такой, что если даже все будет как сейчас, социологическая раскладка будет такова, для формирования коалиции правых сил для ПиС необходимо будет союз с конфедерацией, и необходимо будет союз конфедерации Короны Польской, который
по всем социологическим параметрам проходит. Они набирают около 7-8%. И вот тут уже интересно, потому что для Украины это критически сложный сценарий, когда конфедерация короны польской войдет в правительство и в большинство. Но тут вопрос, готова ли ПИС к такому радикальному сюжету, потому что я точно могу уверить, что со стороны американского истеблишмента, в особенности со стороны посла Соединенных Штатов в Польше, который еврей по своему происхождению, очень четкие сигналы адресуются в сторону и Качинского, и ПИС, что вы что хотите делать, но союз конфедерации короны польской недопустим, ну, потому что с их ультраправой и просто иногда максимально маргинальной, неадекватной позицией, естественно, что Соединенные Антисемитской в том Штаты... числе. Да, антисемитской в том числе, да, я думаю, что все видели эти примеры, когда, ну, просто за рамки каких-то всех красных линий действия Гжегожа Брауна, их лидера выходили, когда он там и флаги срывал, и палил культурные символы Израиля, и украинские флаги срывал, вот. И тут вопрос в том, что максимально непонятная ситуация, какие будут эти конфигурации, потому что для ПИС, для них критически важно сохранять поддержку Соединенных Штатов Америки. Более того, вся их стратегия на этом выстроена. Главный, скажем так, актив президента Навродского на внешнем треке – это то, что он может коммуницировать с Трампом, и он позиционирует себя как главный друг Трампа. Более того, Навродский даже был вынужден поехать в Будапешт, поддерживать Орбана, с которым отношения, мягко говоря, проблемные после того, как Орбан ездил в Российскую Федерацию и там Сиярто там действовал как, скажем так, какой-то агент влияния Российской Федерации. Но тем не менее, для того, чтобы спасти отношения с Трампом, вернее, не создавать сложности для них, Навродский поехал, поддерживал. И более того, сейчас вся стратегия ПИС и президента в том числе, она направлена на то, что Америка главный партнер, Америка стратегический союзник. В какой-то мере даже то, что они выступали против европейской программы SAFE, было тоже связано с тем, что американские лоббисты ВПК опасаются того, что Польша переключится на европейских подрядчики и контракты. Вот. И сейчас максимально они пытаются позиционировать себя, что вот они главные партнеры МАГА-группы, там есть такой евродепутат и политтехнолог Адам Белан, который очень важную роль играет консалтинговую вообще в ПИС, и он, кстати, с Каминским когда-то вместе работал. Вот. И Белан основной медиатор в коммуникации с американской стороной. И прям вся их внешнеполитическая программа на это заточена. Поэтому для Украины очень важно, чтобы вот эта мага-группа, которая в Соединенных Штатах не любит Украину, чтобы вот такая мага-группа не развивалась в Польше, чтобы рычаги, инструменты формирования правительственной политики не попали в эту мага-группу, поэтому нам надо готовиться ко всем сценариям, как и к гипотетическому сохранению власти за Туском, так и к возможности реваншу правых сил. Надо подходить к этому всему объективно. Вот. И в этом ключе необходимо действительно очень прагматично и объективно выстраивать свою политику на основании того, о чем мы уже говорили в рамках этого эфира. И мы видим, да, что тот же Навродский, вот второй кейс, о котором ты говорил, о том, что они прям максимально заточены на Соединенные Штаты, и тут возник вот этот скандал, что когда 4000 солдат, которые должны были ехать на ротацию, посреди пути были развернуты и вернулись в Соединенные Штаты, возникла паника о том, что вот сейчас Соединенные Штаты сократят присутствие, в том числе и в Польше, в рамках программы сокращения присутствия во всей Европе. И пришлось вмешиваться Навродскому, позиционировать, что там чуть ли не лично писал СМС Трампу, и он просил, и вот Трамп сделал пост, что 5000 новых солдат приедет в Польшу и тому подобное. Ну, скажем так, не нам судить ихние подходы. Но, честно говоря, с учетом того, что Польша инвестирует огромнейшие средства в ВПК и, скажем так, развивает наиболее сильную армию и надеяться только на 5000 американских солдат как основу гарантии, я не считаю, что это, скажем так, основной форпост их защиты. И в этом ключе и мы правильно, в принципе, и президент в рамках встречи с Навродским активно доносил эту позицию, что нам необходимо выстраивать с Польшей взаимоотношения в сфере безопасности, потому что никто, кроме Украины, не обеспечит Польшу таким огромным опытом, не обеспечит в том числе и теми же технологиями, возможностью апробации польских технологий в реальном бою. Вот буквально очень успешный кейс. После того, как польская сторона увидела успешный
прецедент использования вот этого цивильного самолета Ан-28 в военных целях в Украине, когда он сбил более 100 шахедов, вот все, они уже прям заинтересованы, запускают программу, вот у них тоже есть более 20 самолетов, и они могут их модернизировать под военные цели, и в случае дальнейшего попадания русских шахедов на территорию Польши, в польское пространство, ну, им уже не придется использовать дорогущие F-35 для того, чтобы сбить их там 10 или 20 шахедов. Они смогут использовать эти самолеты. Точно так же, как сейчас и польская сторона более активно смотрит на украинский опыт использования антидроновых систем. Если один антидрон стоит $1000, а ракета, которая используется F-35, 400 тысяч, ну, как бы пропорции достаточно четко демонстрируют, почему необходимо дружить и общаться с украинской стороной. Поэтому мы, так, скажем так, захватили внутриполитические факторы в Польше и захватили внешнеполитические, но тем не менее нам надо быть готовым ко всем вариантам развития ситуации, нам надо демонстрировать, скажем так, возможность взаимодействия как и с центристскими силами, так и с правоцентристскими, быть готовым к возможности реванша правых сил, выстраивать свою, скажем так, коммуникацию и основные параметры политики, чтобы нас это не застало врасплох, потому что мы под эйфорией были, например, после того, как в Венгрии прошли выборы и Орбан проиграл. Но сейчас мы, например, видим, что позиция нового премьер-министра, она тоже достаточно прагматична и тоже не так просто будет выстраивать с ним отношения. Нам надо быть готовым. То, что опять-таки у нас в эфирах мы говорили, что как оно будет. Да, 100%. Точно так же надо быть готовым к тому, что и польская сторона, да, они видят стратегические перспективы в союзе с Украиной, они видят конкретные направления, где они бы хотели развивать сотрудничество. Сейчас, секунду, я покажу вот конкретное направление. Вот у меня есть ролик польской фирмы Мета, которая сейчас вот активно предлагает, значит, украинской стороне свою продукцию, и это вот продукция сферы безопасности. Я думаю, что наших военных это может заинтересовать. Сейчас, секунду, вот скачает. И покажем, у них дрон, который пускаешь с руки, и он выступает как дрон-перехватчик. То есть тебе не надо ничего делать. Если на тебя FPV-шка летит, ты ее запускаешь, и она автоматически идет на него. И против шахеда тоже может быть использована. Интересная технология. Покажи сейчас. Ну вот такая, как бы, вы поняли, такая технология, я думаю, очень интересная, потому что сейчас там засилие дронов на всех направлениях, и это ключевая проблема там для нашей логистики, поэтому я знаю, что они сейчас вот тестировали у нас на полигонах там где-то тестировали этот девайс, и в принципе он прошел тестирование, поэтому я думаю, что эта штука может быть крайне полезной. То есть не только, нужно понимать, что не только Украина там может предлагать там те элементы защиты там, и мы делимся там своими технологиями и подходами, и системой организации там ПВО, по шахедам там и по дронам в принципе, не только этим. Ну и поляки тоже как бы работают головой, потому что такой девайс, он стоит там, по-моему, до 1500. Это фирма Meta, насколько я помню, как Facebook. Вот. Это польская фирма Meta, которая вот производит такой девайс, и сейчас, насколько я знаю, они ищут там концы
значит, как бы с нашими военными посотрудничать. Вот, поэтому есть, ну, реально есть чем работать. И у нас ВПК, и не только ВПК развит, и у них сейчас это все дело на подъеме. Поэтому вот надо идти в сторону прагматики и там находить общие точки соприкосновения. Это будет держать ну, лучше всего, чем это, заниматься этой исторической херней, которая ничего, кроме проблем, самое главное, для обоих стран не даст. Процентов, что очень много успешных кейсов и направлений, где можно сотрудничать, и отдельно в сфере ВПК. И в сотрудничестве с Украиной возможно построить еще лучшую стену с тех лучшую идею, чем та стена дронов, которую продвигали там на уровне Еврокомиссии. Мы можем обеспечить полностью потребности польской стороны в развитии системы ППО. Ну и важно также, вот польская сторона сейчас активно пытается получить лицензию на возможность производства и Patriot, и боекомплекта к Patriot. Конечно, что это пока что на таком начальном этапе, это займет очень длительный период времени, скорее всего. Но тем не менее, мы в этом ключе тоже могли бы сотрудничать. Здесь, извини, перебью. Да. Это хорошо, что ты обратил на это внимание. Это очень важный момент, потому что Зеленский, как мы знаем, там сегодня обратился с письмом, чтобы вот развернуть компоненты Patriot. Конечно же, нам никто не даст эти компоненты, потому что мы не являемся страной НАТО. А вот Польша и либо там страна, которая имеет, как Япония, там союзнические отношения со Штатами, и поэтому может выпускать, значит, Патриоты. Вот Польша в этом статусе, она может это, точно так же, как, допустим, Германия, которая тоже там эти компоненты производит. Поэтому, ну, вот здесь еще один элемент, как бы там сотрудничества, и всячески полякам нужно в этом деле было бы поддержать, потому что очевидно, если бы они наладили это производство, то Украине бы тоже ну, доставалось, она бы получала эти ракеты через Польшу. И ну, вот еще одна точка кооперации взаимной, взаимоусиливающей друг друга. Конечно, и это интересно и польской стороне, потому что это возможности усиления Украины, это стратегическая цель Польши для защиты собственного суверенитета и территории от потенциальной российской угрозы. Это и коммерция, потому что возможность продаж, возможность поставок Украине. И много успешных кейсов в вопросе дронов, и VB Electronics, очень такая успешная польская фирма, которая работает как раз-таки с этими технологиями, очень заинтересована в работе с украинской стороной. И на более таком ПГЗ Групп, на уровне тех же артиллерийских установок, и крабы польские успешно прошли практику в Украине, и в дальнейшем это тоже помогает развитию польского ВПК, потому что Польша, она же заинтересована в расширении рынка экспорта и своей продукции, тем же словакам они заинтересованы много своей техники продавать. Поэтому в рамках координации с Украиной это только огромные плюсы. И повторюсь, в конце июня должна быть конференция по восстановлению в Гданске, и там тема ВПК тоже будет очень существенно затронута. Уже прошла предварительная встреча в Ржешове, как раз таки по компоненте ВПК, и дальнейшее будет взаимодействие в этом ключе. Просто, опять же, к сожалению, не давать таких кейсов, как вот этот исторический. Еще один сейчас тоже важный кейс, скорее всего, он тоже будет в информационном поле развиваться. В пятницу мэр Львова Садовой решил обратиться к Туску по поводу, коротко скажу, там есть польская компания, которая занималась строительством мусороперерабатывающее предприятие, и там возник у них конфликт с местными властями, и это возникло очень серьезное недовольство со стороны польского правительства. Они пытались это все решить как-то в двусторонней коммуникации, но это решить не получилось, и уже, получается, эта тема вышла тоже в информационное поле. И там Садовой обратился, к примеру, Туску, я не знаю, может, это тоже какая-то немного технология на фоне того, что Навроцкий атаковал Зеленского, Садовой решил тоже себя с этой стороны позиционировать. И обратился к тому, что эта польская компания недобросовестная, и что польское правительство должно на это отреагировать. Я думаю, что это опять сейчас оппозиционные политсилы, типа конфедерации, они максимально это будут раскручивать в конфликт, и такой опять пытаться создать негативный фон под эту встречу в Гданске. Ну, будем надеяться, что все-таки стратегические перспективы и здравый рассудок, он над этим всем возобладает, потому что, скажем так, ограничивать те огромные шансы на развитие двусторонних отношений какими-то такими кейсами, которые можно было спокойно решить, но это скажем так, очень проблемно и неправильно в таком ключе двигаться.
Мгм. Хорошо. По-моему, у нас такой хороший эфир получился, и, в общем-то, и по проблемам прошли, и конструктиву внесли. Антон Найчук с нами был, из Варшавы включился. Спасибо тебе большое за то, что вот так подробно и интересно разложил все. Ну, не последний раз. Я думаю, что мы много будем еще польской темы касаться, потому что она ну, является одной из приоритетных для Украины. Да, Все. думаю. Хорошо, друзья, на этом заканчиваем. Антону спасибо. И через несколько минут включаемся в моноэфир, который я назвал, как я там его назвал, «Тотальная война с Россией. Позитивные мысли». Это будет позитивный эфир. Не переключайтесь. Я сходил на на Мистецкий арсенал, там, где сейчас книжная выставка проходит. Принес кучу книг, сегодня купил, так в студию их притащил. Некоторые книжки покажу, и одну книжечку даже разыграем среди зрителей, конкурсы. Отошлю, пусть читают, просвещаются, буду регулярно это делать. Так, все, через пару минут включимся, не переключайтесь пока.